Какая чудесная погода в Сокольниках. Снегом все завалило. Сегодня уже открыли танцплощадку, и Валентина Ивановна вот ждет меня. Не заметила сначала. Посмотрите, сколько снега, какие сугробы. Встаньте для сравнения к сугробу, Валентина Ивановна. Я на солнышке. Гляньте. Еще надо половину, Валентина Ивановна, если не больше. Нет, еще интереснее вон здесь. Здравствуйте, Валентина Ивановна. Здравствуй, Игорь. Посмотри, как интересно. Ни одного места нет, ничего. До потолка. Посмотри, Да, здесь вот. А в парке еще больше. Последний раз, когда мы снимали, этого не было. такого не было, было намного меньше. Вот день-два назад были затяжные. А вот сюда подойдите, Валентина Ивановна. Вот. Гляньте. Не сесть, не лечь, ничего нельзя. Ну лечь-то можно, вон туда прям с разбегу. Да, лечь туда? Плюхайтесь. Да я шучу, не надо. Да. А то правда. Ну как настроение? Отлично. На новой танцплощадке вы Конечно. первооткрывателем еще были. сегодня предпоследний день Масленицы, завтра конец. Сегодня предпоследний. 22-го, да. Смотрите, у меня тут идея появилась. Да. Как вы на нее смотрите? Мы были в одной чайхане там, да? Так. А там дальше чуть еще одна есть. Пока у нас время есть, может, пойдемте там затестим. Ну, а что? Вы как? Ну, я за, ну, посмотрим. Поесть вы дома не ели Нет, или ели? я только сюда рано утром завтракала. Место есть у вас там? Место всегда есть. Можно будет взять пловчику и чай и посмотреть, Да, сравнить. чуть-чуть, Ну, по пловчику да, и чай. Один пополам. Не, почему? Два. И это... И чай какой-нибудь черный. Не черный, а этот же с чабрецом. Там другое, может, там нет Ну, такого. ну посмотрим. И там и сравним цены, Давай хотя бы заглянем. и как еда там. Давай заглянем. А потом пойдем на танцы. Сейчас до 3 часов бесплатные танцы идут, да? 16:30 уже должны быть платные, да, с 6 часов. Сегодня первый день такой. 15:30. 15, а я сказал. 16 сказал. Пардон, извиняюсь. Вот Валентина Ивановна какая Да, внимательная. 15:30. Всё слышу. Полчетвёртого. Да. Как у вас сегодня настроение, Валентина Ивановна? Отличное настроение, погода А то- выровнялась немножко, все уже. Самое страшное мне было пройти от дома до метро. У вас там заносы, да? Это не то слово. Даже пару раз мне мужчины помогали, как трактору. Вот вы молодцы. Нет, Сегодня нет, сегодня там- без каблуков. Ну, какие тут каблуки? Они меня тащили, ну, по колено, Игорь, по колено в полном смысле. Не, вообще не чистят, да? Абсолютно. Такие вот мышиные тропы, наверное, есть и все, А да? нет, это обычный тротуар, но он не почищен. Вот по 11-й парковой он не почищен. Вот кто спрашивал, как. Вот выход из метро Сокольники, 5-й выход. Выходите, поворачиваете налево, вот церковь будет. И вот пошли ряды. Вот она, первая чайхана, в какой мы были. Вот она. Здесь вот мы всегда часто, пекарня Мельница, часто после танцев кофейку попили. Были, да? Были. А, ну да, вы Были, я говорили. же говорила, что были уже. И вот там дальше есть еще одна чайхана. И у меня вот сейчас, пока ехал, кстати, Валентина Ивановна, идея родилась. Вообще даже не думал, не гадал. Думаю, а давайте-ка попробуем. Ну, мы просто сейчас посмотрим. Я тоже просто я поехал, не ел, тут дела делал. Так что Ну, понятно, тихо, мы пойдем. вот такие они сокольники. Все застроили здесь. Видите, здесь. Ну, здесь убрали снег, смотрите, да? Здесь, да, нет. И даже вот здесь кругом все почищено. Нет, ну, это же метро. Около метро огромное количество торговых. Вот одна чайхана, вот здесь мы 2 раза уже Огромное были. количество тут И наше торговых. место там свободно. Но мы сейчас пойдем в другую. Вот дальше чуть пройдем. Вон она чайхана. Вторая. Я там уже был, но плов не ел. А, был. Я в ней был уже 2 раза. И с кем? Вот ты- Один перед танцами. Но плов я там не ел. Вот сейчас мы будем судить, как это говорится, индекс плова, да, Валентина Ивановна? Индекс, да. Вот. Вот чайхана. И вот сюда мы сейчас попробуем с вами зайти. Здесь сейчас народу, как всегда, много. Ну, пойдемте, Валентина Ивановна. Единственное, что я обнаружила МТС. МТС вам нужен? Так я теперь плачу деньги не в МТС, а, Где? господи, Проходите, я держу. бог знает где. Вот. Ну, пойдемте вон туда, вот куда-нибудь. Это совсем другое. Вон туда. Ну да, здесь вот такая она. Ну, здесь тоже вот можно. Вот сюда сейчас сядем мы с Валентиной Ивановной. Вот. А
Вы туда вот садитесь, Валентина Ивановна, на уголок, к подушечке, да. Здесь вот можно самому. Других нет. Вот видите, борщ есть, плов. Ну и пойдем сейчас смотреть. Вот, идите сюда, Валентина Ивановна. Вот, видите? Вот, первые блюда, вторые блюда, манты с говядиной. А ну, плов. Плов самаркандский, тоже 350 рублей. Хинкали. Что, берем 2 плова и, может, манты одни возьмем? Нет, Попробуем. мы не съедим. Нет, а вот рыба Тогда, есть. тогда Да. один нет тоже не будем. Ну, Давай тогда лучше 2 так, плова. Давай, нет, давай один плов пополам. Не, ну как мы будем из 2 тарелок? Да, Давайте 2 возьмем и одни манты возьмем. И возьмем чайник чая и Чай. Всё. что еще? Салат какой-нибудь возьмем? Нет, не съедим. Салата не будем, да? Ну, пойдемте тогда. Такой набор, гляньте. Все красиво, все хорошо. А вот, может, люля-кебаб возьмем вместо мантов? Люля-кебаб вон одну вместо мантов. А давай, это лучше. Вместо мантов, да? И 2 плова. Смотрим сейчас, как здесь, да? Как вам? Первое впечатление. Ну, это уже немножко другое, так. Да. Ну вот, да, считайте. И 1 чайник. Один чайник, чай заварной. Все? Да. Лепешка надо половина? Надо? Не, мы хлеб не едим. Салат ничего не надо? Не, пока не надо. Сахар? Салат. Салат. Нет, салат. Вот такой красивый здесь. Так, сколько там вышло? 1350 рублей. Вот, расплатились и ждем. Я жду. Сейчас Присаживаемся сюда. Пойдемте, Валентина Ивановна. Все, 1350 рублей. 2 плова. 2 плова, 1 люляшку и чайник чая. Да, Ну, самый как главный здесь? чайник. Так, плов 350 также, получается, стоит. Нет, там больше было. Нет, там тоже 350 он стоил. А, нет, я сумму. А, ну мы еще одну Я люляшку про- взяли я про здесь. сумму тебе говорю. 1350, да. Ну, ждем. Сейчас мы пока рассупонимся здесь. Да. Ну вот, принесли нам плов, но посмотрите, здесь уже внешний вид, по-моему, там лучше был, как вы считаете, или здесь? По вкусу будем определять. Не, а по внешнему виду тоже разные. яичко есть, Разные, вот, разные, люля-кебаб, разные. плов. Ну и сейчас Во-первых, будем пробовать. Игорь, другие тарелки. Да, сейчас Посуда другая. чайку сразу нальем. Кроме чайников. А зачем нам 3 принесли? А? 3 пиалки принесли. Правда? Вот еще одна. Ну ладно. Сделаем. Молодой человек, зачем вы нам 3 принесли? Нет, зачем? Нас двое. Объясните. Ну мы это не делаем. У нас Переливать. заварной чай бывает. Да. И когда бываете, остатки остаются. Переливать. Да, Переливать. чтобы- Все, спасибо. Спасибо. Теперь будем знать. Все, неандерталец, видите? все. Так, Так. ну что, Валентина Ивановна, Заряжать будешь батарею? сейчас, подождите. Не будешь Давайте пока? по чайку. Давай по чайку. Ой, Чокнемся, он как огненный. говорится. Он огненный. Со свиданицем. До свидания, он очень Видите, горячий. 3-ю пиалку дают для того, чтобы если в чае Да. останутся остатки Огненный, в ага. вашей пиале, вот сюда сливать надо. Вот так. Теперь будем знать. Так, ну что, Пробуем. сейчас начинаем. Блин, забыл включить камеру. Уже едим люляшку. Как люля вам, Валентина Ивановна? Угу. Хорошая. Не суховато? А? Да. Вы чтобы кетчуп, или вы кетчуп не едите? Вы кетчуп не едите, да? Да. Надо было кетчуп сказать. Рис еще не пробовали? Пока молчу. И в конце, дорогие друзья, мы вам скажем, в какой, вернее, не мы, а Валентина Ивановна скажет, в какой чайхане лучше. Цена плова одинаковая, 350 рублей. Надо было нож взять, да, Валентина Ивановна? А?
Нож надо было взять. И без ножа боюсь. Это люля. Ломается, да, хорошо. Ну, Лука много не ешьте. Он может вам целоваться еще с кем-то. Нет? обязательно. А как же? Вот чай. Чай с чабрецом. А? Чай с чабрецом хороший. Ну, чем вы занимались с момента нашего последней встречи? Я занималась оформлением курортной карты. О, расскажите. Пока не буду. До Чтобы не сглазить, да? 24-го. У нас появилась тайна. Да. Валентина Ивановна ее раскроет Да. потом. Да, Так что интрига. да. 24-го я вам скажу. Ну опять? А вы что, в сберкассу по старинке ходите, снимаете с книжки? У вас сберкнижка есть, да? Да, у меня все бумажное. Вот, видите? У меня нет, у меня есть карта, на ней 0,0. Она, я ее предъявляю, кладу. Как давайте, чтобы... Электронная подпись. Электронная подпись. А так вообще и не пользуетесь. На. Нет. Это вот ответ на вопрос, почему моя карта прикреплена, а не Валентина Ивановна. Да. Я... Сын абсолютно настаивает, чтобы я положила определенную сумму денег и с ней ходила в магазин. Я через это перешагнуть не могу. Ну, вы всю жизнь, если книжкой пользовались, да? Валентина Ивановна, сколько у вас сыну лет? 19 числа ему исполнилось 70. 19 февраля. Да. 70 лет. Да. Как его зовут? Юрий, Юрий. Вот. А то спрашивают многие. сыну 70 лет. Внуку сколько лет, Валентина Ивановна? Внуку Угу. 45. 45. Правнуки есть? Да. Сколько? 18 и 14. Мальчики, девочки? Две девочки. Две девочки, 18 и 14. Да. Вот, дорогие друзья, вам исчерпывающий ответ. Да. Ну, я так понял, сыну 70 лет, он уже тоже пенсионер, да? Как? Ну, естественно. Так что живет отдельно, иногда к вам Он приезжает. живет с женой. Да. У него жена. О. Он с женой живет. За городом. Свой дом у них там, да? Да, там свой участок. Они с женой одногодки, да, или как? Нет, Марина немножко помоложе. Немножко, Немного, да. да? Ну, в пределах погрешности. Погрешности, да. Да. Вот. Понятно. Они очень давно вместе. А как вы платите за квартиру? Просто идете в кассу, да, и налички, да? Нет, я иду с квитанциями. Где вы их берете? Сейчас А мне их присылают. И приходите с квитанцией. С квитанцией. Вчера я была с квитанциями, оплатила. Единственное, что без квитанции теперь берут за свет. Я называю показания моего счетчика. И мне сразу говорят, какую сумму. То есть они уже говорят вам. Они говорят, вот вчера была сумма, от которой у меня глаза на лоб полезли. 1800. Что вы там такую сумму нажигаете? Буду выяснять. У вас два холодильника. 2 холодильника. А у вас вот этот старый холодильник ЗИЛ. Да, ЗИЛ. Он конечно. жрет. Да. Ну я ничего, нормально. Я за все. Ну это раритет, память. Как первое впечатление о плове? Знаешь, Игорь, они совершенно разные. Абсолютно. Ну, вам предоставился бы выбор. Или туда, и туда. В какую вы пошли? Вот сейчас поем этот, И
скажу, да? У них наполнитель другой. У этого? Да. Вот посмотри, сколько сверху лежит овощей. У них название узбекский. И Но может, я уже устарела, отстала. Но я была в Самарканде, я была в Узбекистане. Я ела настоящий узбекский плов, овощи приготовленный настоящим узбеком. сладкие, морковка. Да, да, да. Он был несколько иной. У них столько сортов этих. Да, О, да, там да, да. И не сосчитать. Поэтому да. я... То, что плов вкусный, то, что плов съедобный, но насколько он соответствует названию, я не буду судить, не знаю. Ну, здесь, как по мне, интерьер повеселее, да? тут? Здесь интерьер. Совсем другой. Ну, Диана, какая у вас прическа шикарная. Вы уже посетили Да, парикмахера? да, да. Вы к своему ходили, да? Я сходила к своей Оле, к которой я уже давно хожу. Она мне сделала все, потому что у Сашеньки для меня не нашлось времени. Он кругом был занят. А я- Сашеньке расписано все по Да, у него минутам. все расписано. Я сказала, не волнуйся, детка моя, я спокойно все сделаю. И пошла и сделала. Потому что уже у меня давно отросли. Ну, сейчас шапка. Но мне надо же и 23-го. Тоже идти. А дорого стоит прическа, если не секрет? В принципе, ну как тебе сказать, Честно. я в этот раз не мыла голову. Ну, там все равно моют что. Нет, не мыла. А, у них не мыла? Нет. Я пришла с чистой головой, потому что у меня свои шампуни, у меня свои... Всякие там. Так вы не стриглись, только укладку Нет. делали, да? Флигус. А, стриглись, да? 1350. 1350. Это вот как мы с вами сейчас посидели. 1350. Ну, это так, официально. Ну, это дорого или нет? Я просто не знаю. Это недорого, это средняя цена. Средний, да? Что значит неофициально? Нет, я просто говорю. А вы туда тоже записываетесь, да, надо? Да, я записалась, чтобы мне не рисковать, потому что... Чтобы уже свое место, как говорится. Нет, было. нет, а потом, ты знаешь, вот, например, вчера я должна была пойти к врачу и получить курортную карту. Но я подстраховалась. На 16:48 у меня был талончик. Но она сказала так: вы сделаете 2 анализа, последний я вам выписываю курортную карту. Я пришла. Она говорит, все изменилось. Все отдали фельдшеру. Идите, пожалуйста, к фельдшеру, он вам все выпишет. А чем отличается фельдшер от врача? Тихо. Я ей говорю, я не могу пойти к фельдшеру, потому что к фельдшеру тоже существует запись. Нет, Валентина Ивановна, вы идите, вас примут. Без записи. Без записи. Я иду к кабинету, 2 бабули и я. Отсидела, захожу к фельдшеру. Она говорит, а вы у меня без записи? Я говорю, доктор сказал, вот в силу таких обстоятельств я к вам иду без записи. Никаких, только запись. Я говорю, так, и как мы будем выходить из положения? Ладно, дайте полис, посмотрю, все ли у вас есть. Посмотрела, все у меня есть. Я говорю, ну если у меня все есть, выпишите мне, пожалуйста. Нет, не выпишу, пока не принесете путевку в санаторий.
Я говорю, вы знаете, выписывается без путевки в санаторий, а потом приносится. Так, итог. Ненужный никому. Ушла, спустилась вниз. Путевку я получу только 24-го. Фельдшера записалась на 25-е. И только 25-го я получу эту ненужную никому курортную карту. Ну, им для отчетности. Да, только для это ведь отчетности. бесплатно всё. Да. А куда Валентина Ивановна поедет, мы не Не скажем. скажу. Да. Это будет секретом. Да. Вот так. И когда? Но я пожалела двух бабушек, которые сидели передо мной. Им надо было выписать рецепты на лекарства у Фельдшера. фельдшера. Значит, фельдшера первую пустила, потом побежала с ее бумажками к заведующей. Заведующей не оказалось, от заведующей побежала к врачу, от врача побежала и сказала, у вас не хватает 2 дня, еще срок не кончился. Вам лекарство дается на месяц, а еще 2 дня. А бабуля говорит, ну я уже Они пришла. просидели там полдня, да? Да, Если не да, больше. да. Я из дома ушла в 11, а домой пришла в 5. И что, она пошла навстречу, нет? Да. Нет, да? Бабулю отправили, сказали прийти через 2 дня. Так, вторая. И говорит, я пришла, мне дают лекарство, которое мне не подходит. Не надо мне его выписывать. Давайте выпишу все остальное без него. Идите к врачу. Как решит, так и будет. Ну, обычно это все решает заведующий, да? Но его не было, да? Ее не было. В итоге бабуля ушла ни с чем. Ну да? что? А вторая И нормально? я ни с чем. И вы ни с чем. Всех отшила. Вот да? мы 3 были у фельдшера, и мы все ушли с ни с чем. Валентина Ивановна, а в связи с чем? От врача к фельдшеру? Что? А теперь? Фельдшер умнее, что ли? Или я не пойму, что? Нет, просто стараются таким путем Разгрузить фельдшера врачей? разгрузить врача. А. Но, так как он не решает ничего, он Не снова бегаешь. идет к врачу. Нет, но, Игорь, интересно, не это. Я уже говорила, не помню. У нас в поликлинике стояли терминалы. Мгм. Где прикладываешь свой полис, все там, что тебе нужно делать, Ну, тебе он его считывает, все да. распечатывает, и ты получаешь готовые талончики или что там тебе надо. Мгм. Но терминалы поставили новые. Подносишь полис, все то же самое, но талончик тебе не печатается, а все печатается на Электронную табло. карту. На табло. Да, и в твою карту. Да, но, Электронную. да, а я чайник. У меня нет электронной карты. И поэтому таких чайников, как я, Очень пруд много. пруди, она стоит с бумажкой и с ручкой. Сейчас я покажу. И она абсолютно И записывает вас, всем записывает, кто, куда, зачем идет. Вот у меня запись на бумажке. Куда я, зачем пойду. И это теперь у каждой бабушки. Все, Вот такие бумажки. бумажки. То есть Ну, у да, нас- действительно, что делать людям, какие вот, как вы Нет, говорите, подожди, минутку. чайники? Подожди, с этим нет, делом? ну не в этом дело. Когда новую систему заводили, они учитывали, что есть еще определенная категория людей, которые не очень в ладах с современной электроникой. Понимаете? Я, например, просто не хочу, а другие не могут. Я могу, но не хочу, а они не могут. И, Ну что, да. и что дальше? И вот теперь, которая стоит, помогает, вместо того, чтобы как работать с электроникой, снова появилась ручка и бумага. От чего ушли, к тому и К тому и пришли. пришли, а я это и сказала. Я и сказала это. Да. Кто у тебя там? Не, никто, я просто взял посмотреть. И теперь... Игорек, я не в состоянии мяса, возьми, пожалуйста. Нет, почему Ты мясо не мужчина, едите? но я просто не в состоянии. Я вот Забирай. один кусочек возьму. Нет, Хватит. все, забери. Съешь или не съешь, забери. Ради бога, пожалуйста. вот это вам. Еще, нет, не буду, Я бери. заметил, вы не едите мясо. Я ем мясо. Просто я тебе сразу сказала, я съела с удовольствием люля, но такое количество не в состоянии. А рис вы любите. А? Рис люблю.
овощами, да? И с овощами, и без. Да. А вот это все, этот, как его, фельдшер, врач, они в одном месте или приходится бегать? Ого! Нет? И этажи разные. Не, ну здание хоть одно? Здание одно. Ну, слава Ну, богу. а при чем здесь это? Например, с 4-го этажа надо идти на 2-й этаж. Лифта нет? Есть. Лифтов много, все есть. Ну хоть это радует. Нет, не радует. Не радует? Да. Недаром сейчас Госдума подняла вопрос изменить 12 минут на прием на 24. В 2 раза хотят Два раза. увеличить. Да, потому что та система, которая сложилась, врач приблизительно 10 минут занимается компьютером и 2 минуты пациентом. На пациента времени не Нет, он остается. просто обращается и говорит, на что жалуетесь? И все, и опять в компьютер. Я опять компьютер. Потом, если посетитель вышел, ты хочешь войти, твое время, открываешь дверь, а тебе говорят, подождите. Она бедная сидит на компьютере. Она ничем не занимается, она в компьютере сидит. А как вам удалось получить путевку? Вы говорили, там были 77 тысяч какая-то. 77 860. По блату? А? По блату? Нет. Да я По знаю, оч- что нет. По Но... очереди. У меня никакого блата нет по очереди. А то скажут по блату. Пожалуйста. На каждый роток не набросишь платок. Так быстро очередь двигается, да? А? Так быстро очередь двигается. Дело нет, сейчас я объясню. Раньше была очередь на каждый район. Сейчас свели воедино. Единый колл-центр. И вся Москва со всеми районами находится в этом колл-центре. Поэтому очередь дикая. Тогда у меня вообще было 860 тысяч. Вообще. Абсолютно. То есть она так двигается хорошо. Потому что если путевки дают, то они уходят. Дают. Видимо, выбросили большой объем путевок, да, и вы выбирали или... Выбирала. Выбирать. Да. Можно было выбрать даже, да? Дело в том, сначала подложили Подмосковье, я отказалась. В Москве, скажите, я и так съезжу сюда, да? Да. Нет, мы были с мужем в Подмосковье, очень хорошая санатория, но одной там делать нечего. Понятно. Ну, куда вы поедете, не говорим. Нет. 24-го. 23-го день рождения, Да. Это еще один подарок. 24-го с больной головой. Нет? Смотрите, дорогие друзья, у Валентины Ивановны 23-го день рождения. Мы вот небольшой компанией там соберемся, но это не официальное такое торжество. Главное торжество будет 28 числа, правильно? Да. В кафе, вот где мы были, в кафе, там будет 12 человек. Вот там будет главное торжество. Ну, Валентина Ивановна так решила, что... Давайте я вам подолью чуть. Да, это ведь правильно. Решила, что понедельник, 23 понедельник, как говорят, понедельник день тяжелый. Вилкой. Ну и оближите сами или... Не поэтому. Не потому, что тяжелый. А почему вы так перенесли на... А в этом кафе не будет живой музыки. 23-го не будет? Да, они не играют 23-го. Я бы с удовольствием бы 23-го в праздник. Они играют только по пятницам и субботам. Ну а так как я собираю, ну, по всей вероятности, наверное, я сейчас соберу один из предпоследних таких встреч. Что вы имеете в виду? Ну, 92. Потом я немножко приторможу, если Бог даст. Не будете таких больше гулянок, Не, да? не хочу. Ну и правильно, так в теплой дружеской компании Да, там да, 2-3 человека. Да. И потом, если Бог даст мне 95, если Бог даст,
Вот будет 95. Ну, это юбилей. Это уже юбилей, да. Поэтому я сейчас не буду. Правильно, вот это 92 и притормозить так коней. Ну да, потому что 91 получился немножко скомканный в связи со всякими моими обстоятельствами, понимаешь, со смертью мужа, туда-сюда. Этот настоящий, да. Ну а потом я хочу сказать, Игорек, вот опять будет, да, моих старых друзей будет очень мало. Вот фактически, Старых, вы имеете Старых, в виду старых, да. соответствующие вашему возрасту? нет, моему возрасту не Уже там соответствует уже никого никто. нет, да. Моему возрасту она соответствует одна, Майя Григорьевна. Но ей 95, она очень нескверно себя чувствует, и она только со мной общается по телефону, и я к ней езжу в гости. Все. А это будут люди, с которыми я работала, которых я тоже знаю. ну, Да, с которыми они я были знаю. у вас, по-моему. Да, больше 40 лет. Так что как раз здесь, вот, как раз будет 3 человека, трое с работы у меня будут. Так? И Ну, они на прошлом дне рождения у вас были? да, Или это нет, другие на будут? прошлом были 2, одна не могла, и вторая. Посмотрим, как в этот раз. Там тоже обстоятельства. Ну, так что вот 28-го, 23-го и 28-го. Ой, Все? Всё. Трапеза закончена. Ну и теперь да, трапеза закончена. ваше резюме, как мы и обещали зрителям. Если что, будем ходить туда. Туда, да? Там вам больше понравилось. Ну, во-первых, Аргументируйте, чтобы я знал. интерьер. Там лучше вам Да, кажется. там настоящая чайхана. Она немножко в таком стиле. Здесь она, ну, как бы хочет быть чайханой, но прилавок. То есть там мы сели, да, нам Да, были- там а здесь сразу на заказ. обслуживание. Да, там никаких подносов, ничего нет. Это первое. Во-вторых, чай. Там лучше, да? Даже сравнения нет. Да? Даже сравнения нет. Что-то я смотрю, вы Нет, там был очень хороший, настоящий черный чай с чабрецом. Очень А хороший. здесь мы Здесь- тоже просили щебрецом. Нет, я сказала, чабрец, она говорит, будет. Но, видно, чабрец не тот. Или нас проигнорировали, да? Нет, я не думаю, я не думаю. Думаете? В-третьих, с точки зрения плова, я Да. не... Там вы плов доели полностью, а здесь вот... Нет, видите, не поэтому остался. не поэтому я И хотела мясо сказать. меня сбагрило, Не поэтому, Валентина да. Ивановна. Он немножко другой. Но я не буду говорить по вкусу, я сказала хороший. Мне понравился вкусный. Но он немножко другой. Тот более отвечает своему названию. Я не знаю этого названия, он называется тоже узбекский. Узбекский. Но он слишком сладкий, он слишком пресный. Не буду говорить. Там специй больше получается. Да. Нет, ну там был, ну как бы... И рис более, мне кажется, рассыпчатый. Да, да. Поэтому здесь неплохо, хорошо забежать, перекусить и так далее. А вот если посидеть, то там, То там, да. да, посидеть там. Ну что, допиваемте, будете еще чай? Я выпила. А еще есть. А, есть еще? Конечно, там целый чайник. Ну да, бадья. Ты сахар не берешь? Не, я чай без сахара и О. кофе без сахара. О, А вы? никогда. Да. Ой, Надо было ложечку взять нам что-то. Зачем? Ну, ну мы размешивать. неандертальцы же. Зубочисткой будете? А? Зубочисткой мешать? Конечно. Ну Вот. сахар-то надо размешать. Учитесь, как надо. А иначе... Подручными средствами, где вы Ну, а еще почему же нет? научитесь? Ну, сахар-то я размешаю. Валентина Ивановна, видите, как Отлично. готово. Ну, давайте, Валентина Ивановна, за встречу. Чаем чокаемся. Очень хорошо. И будем заканчивать трапезничать и пойдем на танцы. Ну, я думаю, что Да. они уже, кстати, закончатся сейчас через 7 минут, Валентина Ивановна. Ну и хорошо. Потихонечку. Хорошо, что закончится. Потихонечку пока дойдем, да? Да? Ну, включимся чуть попозже. Да. Ну вот, мы на улице уже вышли. Здесь, видите, чайхана.
Здесь даже вот можно шаурму купить. И вот сейчас Валентина Ивановна выходит. Это вот вторая чайхана. Первая, вон она. Вот она. А мы в другой. Ну и Валентина Ивановна выходит, и идем на танцы. Бесплатные мы танцы пропустили. 3-часовые, они в 3 часа закончились. Пойдем на 3:30. Как вам, Валентина Ивановна? Отдуваемся, объелись. Объелись, да? Объелись. Опять, да? Опять. Это очень-очень калорийно. Так что, вот, Валентина Ивановна сделала резюме, вот смотрите, чистят снег. В этой чайхане в первой, вот сейчас мы мимо ее будем проходить, тут немного получше, да? Да. Пловчик. Да, нет, вообще выбирать И ее надо. интерьер, вот она эта чайхана. Надо ее выбирать. Ну, по ценам приблизительно одинаково. Цены, да, все одинаково абсолютно, но немножко разных. А ты открой, вот открой дверь. И Да не, зачем? Всё. Зачем холод напускать? А? Вот она. Зачем, говорю, холод напускать туда? О, сгребает. Последствия снегопада. Пишут, Валентина Ивановна, 72 года такого не было. Нет, Столько снега. нет, никогда. Такого снега никогда. Были снежные зимы и все, абсолютно. Но такого никогда. Вот Валентина Ивановна форсит без шапки, без Да. всего. Решила так. Борьба со снегом продолжается. Не скользко, О, Валентина Ивановна? За нами. Вам не скользко? Не, за нами убегаем. Да не переживайте. Убегаем. Ну и вот оно метро. Совсем недалеко здесь. Ну что, переходим через дорогу? Куда же деваться-то? Надо. Ну вы готовы отплясывать, Валентина Ивановна? Ну сейчас. А то сейчас переели, может Ну быть. сейчас, пока дойдем, уже будет полегче. Да? Да, не надо так наедаться. Не надо. Да ладно, мы вроде немножко. Да, ну мы немножко, но все равно много. Здесь очень большие порции. Вы Очень. еще и все мясо мне отдали, Ну, и не- плюс Чего плюс? сам рис вообще Нет, чуть-чуть. Нормально, все нормально. То есть обижаться нечего. Главное, очень демократичные цены. Очень демократичные. Смотрите, пишут, уже зима заканчивается, а в Москве все елки стоят. А видно, до Пасхи решили. А, нет. Не, еще- до первого нет, уже все. До 1 февраля, наверное. Почему? Потому что До 1 марта, Валентина А до Ивановна. 1 марта закончится китайский Новый год. Видно, из-за этого еще. Ну да. Ну красиво. Все равно. А здесь вот видите, химии насыпали. И вроде на улице -6, морозец легкий. А Вода, под ногами сыро. да. Ну и привет обуви. И плюс еще, вы представляете, вот эта химия, она разъедает, вот выгуливают собак. А бедные собачки даже ходят теперь некоторые в ботиночках. Да, ну обувай, потому что разъедает, реально Да. разъедает им подушечки. Вот эта вот химия. Ну и некоторые заботливые хозяева одевают, не раз уже видели, да? Да, и я видела. В обуви. Башмачки. Так что все у нас сегодня спонтанно получилось. Да. Да, не собирались и не думали. Хотели пойти Я- сразу. Ну слушай, самое главное, что опять пришло солнце. Ну это хорошо ведь. Хорошо. Мгм. Ну смотри, сколько народу. Да, Уже ну идет. выходные сегодня в парк вот Ну идут. да, суббота, во-первых, с одной стороны. Ну да. Даже когда мы были в обычный день, люди гуляли. Да, а сейчас выходной.
Ну, снега очень много. Это не слово. Посмотрите, сколько его навалено. Ну, ждем светофор. Не подходите близко, видите, вода, Валентина Ивановна. Где? А то обрызгают. А, да. А уже было такое. Было? Было. На остановке трамвая, с ног до головы. Уже вот сейчас, У недавно? нас нет, на Первомайской у нас. Ну вот, недавно уже? Да, недавно на Первомайской. И что вы делали? Ничего, тряхнулась и пошла дальше. Что ж делать-то будешь? Ничего не сделаешь. Понимаешь, Игорь, здесь еще широко могут разъехаться. А на Первомайской трамваи сделали посередине остановку. Ну да, там переходить через дорогу транспорту надо. осталась вот такая полосочка. Он бы и не хотел. Да получилось. Так, все, Вперед. вперед. Смотрите, здесь вот сделали такие проходы минимальные для людей. А везде снег. Везде. Ну, а здесь жижа под ногами. О, месиво, месиво. Жижа. Ну, самое главное, вроде не скользко. Нет, не скользко. Ну, обувь вот это убивает. Обувь, а брюки? И бруки. И бруки. Бруки. Бруки тоже приходится тоже сразу стирать. Дорогу не забыли, Валентина Ивановна? Уху. Раз такую дорожку забудешь за столько лет. Но здесь все равно дальше идти от метро. Там на трамвай сел и поехал, да? Естественно. А теперь зато наша. Так, заглянем сбоку. Не сняли Кого? синюю повозку-то? Не, наверное, нет. А что-то я не вижу. Подожди. Сейчас посмотрим, мимо будем проходить. Нет, мимо вот. Здесь можем идти. Входная группа Сокольники. Видите, как красиво. И огромный сугроб нас встречает прям. Ну что это за посередине. сугроб? Это так мелочевка. Вот на улицах, да. Смотрите, вон там Там, да, вот. какие. Это да, это чего? Это просто сгребли сколько сюда. снега. Гляньте, какая красота. Здесь вот настоящая зима чувствуется. Не Да. сыпет здесь химию. Да, да. Февраль парках. месяц, Посыпают вот Уже гранитной крошкой. вот весна видите? на подходе, а что творится? Ужас. Слушай, Да. мы как будто идем в Новый год. Ты посмотри, елка сверкает впереди, Да. Игорь. Посмотри, елка сверкает. Вот они кругом елки стоят. Все, Новый год. Зима наверстывает за прошлые года, да? А, все затянуто. Затянуто, да, еще не сделано. Затянуто. Обещал нам строитель на следующей неделе. Но, это вот видно, не, на по- этой, не то есть. получаются ступеньки. Наверное, Возможно. ступеньки холода не терпят. Там эти ступеньки, наверное, надо класть, а что-то не застывает. Возможно. Так, ну а здесь вот перекусы Ты всякие посмотри, разные. а? Свет представления. Что вы имеете в виду? Народу сколько? Народ гуляет. Смотри, сколько детей, сколько всего. Главное, яркое солнышко и нет ветра. Ну да, и морозец легкий, что. Легкие, ну да. не сыро. 3 градуса днем обещали. 3. Ну я уезжал минус 6 показывал. Да, у меня было, да, градусов. да. Я уезжала, было 7 у нас. Но 3 обещали днем. Так что двигаемся. Вот вы видите, кто Да, ничего. желает попасть на веранду, вот смотрите внимательно видео, вот как мы идем. И таким же ходом вот центральная аллея, мы сейчас поворачиваем направо. Ага. И пойдем в лабиринте снежном. Это хорошо. Среди сугробов. Смотрите. Мы вот сюда идем. Это вот центральная аллея, там дальше фонтан. Ну, естественно, сейчас он не работает. И вот мы по такому лабиринту. Слушай, как катакомбы. Катакомбы. Снега, конечно, навалило. Много. Не холодно, Валентина Ивановна? Нет, даже я платок сняла. У меня платок есть. Скажет, выпендривается опять. Ну, правильно скажут. Ага. Правильно скажу? Нет, неправильно скажут. Если мне холодно, я не буду мучиться. Мне сейчас нормально, потому что довольно тепло. Этот самый капюшон прикрывает, а замечательно. Всё. И солнце.
Да, О, небо во, чистое-чистое. Во, все выше и выше и выше. Представляешь, как будет таять, Игорь, а? Сколько воды будет, все поплывет. Вот уж тут мы придем на танцы в резиновых сапогах. И на лодке на На резиновой. лодке ладно, а в резиновых сапогах уже это как пить дать. Да. Так что вот сюда все сойдет, здесь будет не пройти. Ну, в принципе, да. Здесь вот посмотрите. Сейчас с 15:30 до 18 танцы платные. Пенсионеры с любыми пенсионными удостоверениями, не обязательно, чтобы это была только Москва. Вход стоит 150. Инвалиды, ну и герои социалистического труда, герои Советского Союза. Все вот, ну эти, наверное, бесплатные герои Советского Союза. А так 150. Для остальных, как говорится, предпенсионеров. Предпенсионеров. Сейчас такое интересное понятие появилось. 350 рублей стоит Да. танцы. Но мы в последний раз были, терминалы еще не привезли. Ну, это было в среду, мы были, рабочий Да, день. да. Сейчас уже наверняка Наверное, уже привезли, поставили. да, потому что они же объявление дали. И наличную оплату там запретили. Ведь раньше в окошке можно было там билетик купить. Сейчас нет, только через терминалы. Да, Так что через терминал. вот Точно. ориентир. Проходите с правой стороны, у вас будет кафе Малинка. Малиновка. Малиновка. Вы были в этом кафе, Валентина Ивановна? Была. Ну и как вам? Как-то очень невесело идете. Ну вот сейчас смотрите, тут уже Что-то так невесело идете. Таша уже масленицу встречает. Да, конечно. А где вторая? А где Да, вторая? уже на месте. Вторая давайте, где? давайте. Таша в образе уже. Я же знаю, что должна Побежала, одеться побежала. были. Куда побежала? Чудить. Еще рано. Нет, не рано. Никогда не рано, никогда не поздно. Правильно. Ну вот уже потихонечку Да. Собираются. Таша уже. Вот она, эта Малиновка. А, были в этом кафе, Валентина? Была Ивановна? Ну и кафе. как вам тут? Кафе приличное, но дорогое. Дорогое, да? Дорогое кафе, да. Дорогое. Дороже, чем шашлычное? Намного. А, даже Намного. так. Вот, проходите его. И вот Таша куда идет, вот видите. Поворачивайте. О, Павел Иванович уже бдит, Валентина Ивановна. Как? А он уже назад. Он уже отстрелялся. Он назад уже отстрелялся. Отстрелялся. Ну, здесь Я его хорошо встречала у посыпали. метро, он только шел. А сейчас обратно. Павел Иванович, вы уже все? Домой? А что, не останетесь? Нет, я еще пойду чайку попью. Чайку. Ну и правильно. Ну, всего хорошего. Давайте, тогда отдыхайте. Да. Всего так. Так, ну а Дорожка здесь та вот еще. Вот катакомбы. начинается, где не чистится. Во, это Вы нормально прошли, Павел Иванович, не упали, ничего? нормально, только медленно. Игорь, не упади, иди сзади. Я иду, вы идите. Все. Все, вот так. Это, вот так. Но это еще более-менее. Уже Вот так. утоптали. Вот так подготовились к танцам, да, Валентина Ивановна? Ну ты же видишь, как корова на льду. О, это кошмар. Смазали общее впечатление. Было хорошее. Вон они танцы, веранда. Вот она. Ну а снега посмотрите сколько. И Валентина Ивановна пробирается Невозможно. потихонечку. А вон туда перейдите, в колею, Валентина Ивановна. Она, Вон там она будет не- лучше, не мне держит. кажется. Попробуйте. Она не держит, я знаю. Да? Вот я иду, держит. Попробуйте. Оп. Ну и как? Ой. Лучше? Хрен не слаще редьки. Ой, оно, конечно, держит, но это настолько неустойчиво. Ой. Ну переходите обратно тогда. Нет, нет, помучаюсь. Помучаюсь, Помучаетесь? помучаюсь.
Нет, невозможно. Да, ну давайте Нет, сюда. невозможно. Просто уже фу, тяжело. Тяжело. Вот здесь, а здесь уже утоптали. О, здесь уже утоптали. Вот тут уже Да. можно нормально идти, да? Да, здесь уже можно нормально идти. А там уже невозможно было. Ну вот, собственно говоря, подходим к танцам. Народ уже вот собирается Вот видишь, потихонечку. смотри, вот Игорек. Вот расчищали, гляди. Ну где. да, вот здесь. Вот, И что-то не до конца расчистили. не до конца расчистили, да. Ух. Ну хоть перед танцами хорошо О, здесь расчистили. хорошо. Нет, терминалов еще нету. Терминалы там дальше, с той стороны, Валентина Ивановна. Как О, это, как это? Рима. Они вот здесь стояли. Они будут с другой стороны. Они вот здесь стояли. Раньше здесь вот стояли, да. Теперь терминалы с той стороны. Привет. Здрасте. Как Привет. настроение? Привет, привет. Хорошие, Привет. мы рады, что вы вернулись. Конечно. Да? Куда же денешься? Конечно. Нет, совсем другое. Смотри, какое небо. Вот О, здесь все, здесь солнце, совсем все, солнце. солнце, все. Совсем здесь как-то дышится лучше. Настроение веселее, да? Конечно, там как загон. Ну вот теперь на месте все. Здесь вот, Здравствуйте. Здравствуйте. смотрите, почистили и немножко оставили. Нам Гляньте, сколько лопаты снега. давай всем. Давай всем лопаты. Именно вам я не дам. Жень, Валентине Ивановне главное лопату. Валентина Ивановна. Дай, Дай я лопату. поработаю. С лопатой давай. Вот главный ведущий Сергей. Музыка пришла. Музыка пришла. Сергей, музыку Терминалов настроил нет. уже, все? Где? А Ба. теперь на лестницу не надо Ба. идти. А я-то все переживаю и всем говорю, ты знаешь, Так, все вон есть, они, а терминалы. терминалов нету. Вот они. Куда? Вот тут уже народ Не кучкуется. надо идти. Билетики берут. Куда поставили? Вот если смотреть с левой стороны. О, ты скажи, даже прикрыли. О, Знакомые все лица. Вот Нина, посмотрите. Всеми Нет, своими есть повод, я шибалами, да водилась. красотки мы. я вот иногда Да. А то ходят. ведьмы какие. Вы что, Ой, охуели, что ли? цыганский Чем пап. бабы не Ну-ка, скажите все, что о них думаете. Последний раз. Да я шучу. Пишите больше комментарии. Шутки принимаются. Но не судите особо. Смотрите, как шикарно выглядит. А смотри, Видите, какие как эти красота, самые мы с Римой. снега. У меня Любой шаль здесь. кустик, любой кустик Чего, да. Правильно, я так и думаю. Совершенно спокойно Ну, подожду всё. и сделал. Засняли. Выше головы. Никто и не Готовы к танцам? Зрители, смотрите нас, готовы, конечно. С утра с самого шабалы готовим. Не знаешь чего, хотел туфли взять, да думаю, здравствуйте, Вот, здравствуйте. Вон, Галина. все красотки одни. Валентина Ивановна, ну вы у нас. Это интересно. Давай, моя золотая. Вот, рада Исторические кадры. Конечно. Мы без тебя как сироты. Ой, а я без вас. Вот, вот поэтому так должны вот, быть да. вместе. Друг за другом. Спасибо, Игоречек. Спасибо, мой хороший. Да, Молодец, расхищались, Игорек. расхищались, да. Снимай нас. А как здорово, я смотрю, а грохочу, сил никаких нет. Так-то вроде прыгаешь, не видно, а когда на себя смотришь, думаешь, боже. Ну и нормально, а почему бы и нет? Правильно, Валентина Ивановна? Ну, мы здесь встречаемся, общаемся, Ой, это такое шутим. счастье, Нина. Конечно, нарядились счастье. Вот, пробы, да. на Неужели? пробы Так не Масленицы. Раз пришли, мы, значит, живы. Да. Лена Да. велела, здорово. Лена сказала, я выполнила. молодец, правильно Лена сделала. сказала, платки одевайте. Да, я я- и И у привела. меня платок в сумке я тоже. есть. Да, тоже все, смотрите. Конечно, вот он платок. Как это так? Вот он. Вот. Все, настоящая масленица. Все как положено. Мы не подводим своих. Рассказано. Не, Рима, не надо. А здесь- Ну вот хоть пошутим. Вот и у Валентины Ивановны. Ну все. Платком нет, не пускают. Как это так? Держи у нас. Давай, повязывай себе сначала. Давай, повяжи, потом, Блеск, а потом красота. я. Ну,
Ну вот, видите, у всех, у кого под шею, у Нет, кого в нет, сумке, ну где надо у вот кого так чего. повязать. Вот как. Повяжем. Ну, повяжем. традиции зачем? мы Я тебе соблюдаем, сделала, правильно? Мокрую, Конечно, вот да, так как снаружи надо. было. Да, ну понятно, хорошо. Концерт Так, Валентина Ивановна историю сказала, почему не носит сережки, мочка разорвана. Смотрите. А как так сделали, Не Валентина дай Ивановна? бог, как. Спала в сережках тяжелых, повернулась, и они Нет, надо разорвали. И надо что, больно снимать было, не надо. почувствовали? Не почувствовала, нет. Ну, крови много, наверное, было. А? Не больно, но... вот- Не, крови много было. Нет, не очень. Но вот ничего сделать нельзя. И не знаю, в Ничего разные сделать стороны. нельзя, О, Не надо Надежда. выпендриваться. Сбил меня эти человечки с этим, ну как курьеры. Сбил вас, да? Упала прям, Сейчас, вот сейчас. да, и прям тут мужчина, женщина, давай поднимать. Ой. И поехал, и хоть бы что. И не остановился Они, даже? да. И прям, знаете, ну ладно, там колени. Я думала, ой, прям рука, прям все это. Быстро ехал. Ну а как же? Черт его знает, я не поняла. Ну, все остальное цело, А билет нормально. это нам брать или нет? начало. А вы уже Колени, взяли? Колени сбили. колени, вот здесь синий, а встаю и думаю, ой, ногти целые, как хорошо. Самое главное. А он что, даже не остановился, да? Настоящая женщина. Даже не Негодяи. остановился. Да нет. ой. Вот так. Так что будьте осторожны. Курьеры. Вы не можете? Вот, видите, аппараты. Рядом висит. Не совать, а приложить. Сувать не... Ну вот, посмотрите, какие здесь заносы. Просто невыразимое что-то. Смотрите, вот она, веранда танцев. И вот народ уже там кучкуется. Сегодня у нас суббота. Через 2 дня у Валентины Ивановны день рождения. Ну и решили мы, я уже выбрал телефон, какой я ей куплю, потому что у нее Nokia, вот этот уже, наверное, ему лет 20. Он вообще уже у нее не алё. Ну и кто желает присоединиться на подарок Валентине Ивановне, остальные деньги, какие останутся, я ей так отдам. А то присоединяйтесь. Карта будет вот здесь прикреплена моя. Я уже объяснял, почему моя. Вот и в видео Валентина Ивановна говорит, что у нее она есть карта, но она ей никогда не пользуется, там 0 на ней. И все вот это мы с вами организуем, купим все на камеру. 23 февраля я вручу ей подарок и покажу. Так что присоединяйтесь. Ну а мы еще немножко сейчас здесь поснимаем и будем заканчивать это видео. Ну и будем снимать танцы с музыкой, со всеми делами. Вот видите, здесь даже не видно. Вот только купол вот издалека видно. А так все в снегу. Вот уже там музыка играет. Ну и люди уже готовятся. Сегодня вот суббота, первый, как говорится, танцевальный день уже в новой старой, на новой старой веранде. Вот адрес ее уже прикрепили у Майский просек 4. До этого здесь не висел вот этот указатель. Но сейчас есть. Вот они автоматы. Здесь можно вот приобрести билет. Здесь еще что удобно, вот веранда, смотрите, вы стоите, и с правой стороны, вон они, туалеты. Единственное здание, которое имеет свой адрес. Вот эти туалеты в парке Сокольники. Вот эта зеленая шайба круглая. С левой стороны М, с правой стороны Жо. Вон там, по-моему, Женька даже чистит. Или не Женька это? Да, Женя, вот видите, дороги чистит. Входы. Так что удобненько все. Раз. Есть. Кому надо. Ну и вперед с песней. Ну и вот этот торжественный ответственный момент начали запускать. Вот Андрей с Анной пришли. Начали впускать по билетам первые посетители танцплощадки в Сокольниках. Танцы начались. Ну, открыли, да, 14 февраля официально. Валентина Ивановна была первая, кто это все засняла. Вот она стоит. Вернее, заснял я, а Валентина Ивановна и Саша Александр, они как раз первыми станцевали. Первый танец был здесь, уже в обновленной танцверанде. Кто следит на моем канале за видео, это все знает. Ну, а кто не знает, подписывайтесь и будете знать.
Ну что, все поснимали, все посмотрели, пришли к танцам. Здесь, как говорится, уже другая история. Валентина Ивановна, а с кем вы стояли сейчас? Ваша знакомая, поклонница? Нет, я просто посмотрела, мне понравился очень воротничок кружевной. И я поговорила, нельзя ли сделать красивый кружевной воротничок на бархатное платье. Она сказала, что для бархатного платья подходит только вологодское кружево. А вологодское кружево у меня есть, но оно, к сожалению, в квартире, где идет ремонт. Все, Поэтому я до него добраться не уточнили. Ну и на этом мы будем это видео заканчивать Да. с чиха. Ну и сейчас будем рис протрясать, да, Валентина Ивановна? Да, будем. Если Ну, будет. скажите что-нибудь зрителям своим. Все. Давайте, ребята, собирайтесь, приходите. Погода отличная, яркое солнце, ветра нет, музыка играет на танцы. Ставьте лайк Да. и подписывайтесь Окей. на Валентину Ивановну. Всего вам хорошего и до новых встреч. До новых встреч. Пока-пока.